Всего один штрих или одно дополнение к основному уходу и такой разный количественный результат в цветении двух орхидей. Я их купила вместе поставила на карантин. В один день пересадила и адаптировала одинаково, но к одной орхидее я применила тот самый незначительный штрих, который изменил конечный результат. Это видео не запланированное и абсолютно спонтанное. Оно стало возможно лишь благодаря одному комментарию под предыдущим видео. Без снадобий волшебных, без химии, только вода и знания, и чудеса на глазах. Как часто говоря подобное, мы задумываемся, а что было бы, если бы к той же самой орхидее, которой ничего не применялось, применить целебное снадобье. Итак, на канале Классика орхидейного жанра очередной эксперимент. Привет, друзья! А теперь, как всегда, к этим и многим другим событиям видео подробно и обо всем по порядку. В начале апреля этого года я купила одновременно две отцветшие, уцененные или так называемые акционные орхидеи. Справа на ваших экранах Phalaenopsis sacrifice, о нем было предыдущее видео на канале. Слева от него безымянный Phalaenopsis, который я купила как сорт сюрприз. К горстке опавших и засохших цветов прилагалась подпись «Кто-то очень красивый», и я решила рискнуть. Вытряхнув эти засохшие цветы дома из упаковочного пакета, я, разглядывая их, пыталась отгадать сорт. И, разумеется, мне хотелось больше, чем обычно, скорее дождаться цветения, чтобы посмотреть, каким будет этот сюрприз. И всего за первые 3 месяца пребывания этой орхидеи дома я получила быстрый и очень долгожданный результат. В сегодняшнем видео я покажу вам, как я сделала это, ведь проще некуда. Все производимые мною действия полностью соответствовали тому, что я делала в прошлом видео, от начала карантина и до цветения, кроме одной детали. Первое, что я сделала дома, я достала орхидею из полиэтиленового пакета, искупала ее под душем и снова поместила в этот же самый пакет. Так орхидея простояла несколько дней, вплоть до пересадки. Ничего другого в период ожидания пересадки с орхидеей я не делала. Я даже не обрезала ее цветоносы. Через несколько дней, когда у меня появилось свободное время, я пересадила орхидею по своим правилам. В этом видео подробности показывать я не буду. Я подробно освещала эту тему в предыдущем видео. И если вы его не посмотрели, ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Единственное, что, пожалуй, следует отметить, так это горшок для посадки. Его я взяла большего размера. После пересадки для адаптации я снова поместила орхидею в полиэтиленовый пакет. В этом же пакете орхидея находилась до своей полной активации, до роста корневой системы внутри горшка и от ствола и до роста первого здорового листа. В комментариях под прошлым видео содержание орхидеи в пакете вплоть до полной активации вызвало несколько вопросов. Как в пакете происходит дыхание корневой системы орхидеи? Во-первых, совершенно не обязательно, чтобы пакет доходил до дна горшка. Вы можете обрезать нижнюю часть пакета так, чтобы его диаметр соответствовал диаметру верха горшка. Ну а во-вторых, во всех пакетах есть отверстия для вентиляции растения. И эти отверстия достаточно большого размера. В них входит мизинец взрослого человека. Таким образом, пакет не только не препятствует быстрой адаптации орхидеи, но и способствует ее ускорению. Итак, к концу первого адаптационного месяца у орхидеи появился первый домашний лист.
Когда я поняла, что адаптация орхидеи дома идет полным ходом и ее здоровью ничто не угрожает, я решила обрезать старые цветоносы и применить к орхидее тот самый штрих, который позволил бы мне раньше увидеть цветение-сюрприз. Обрезала, как всегда, между верхней меристемой цветоноса и цветоножкой первого цветка. И в тот же день, еще до обрезания цветоноса, к двум меристемам одного цветоноса я прикрепила ту самую маленькую деталь, тот самый дополнительный штрих к уходу, который позволил мне значительно улучшить результат цветения. Этот супер простой метод активации меристем я использовала раньше, но делала это не совсем правильно и получала не тот результат, который был нужен мне. С листа алоэ древовидного я срезала внутреннюю желеобразную прослойку или внутренний гель и использовала ее. В моих условиях мякоть листа алоэ очень быстро высыхала, будто цементируя меристему под ней. В этот раз я решила использовать мякоть алоэ древовидного вместе с наружной кожицей, которая предохранила бы мякоть от высыхания. В этом методе очень важно вовремя снять подсохший кусочек листа алоэ и ни в коем случае не допустить его пересыхания. Эксперимент с кусочками листа алоэ проводила лишь на 2 меристемах одного цветоноса. Самую верхнюю меристему того же цветоноса я просто смазала соком алоэ. Мякоть к этой меристеме я не прикрепляла. Второй цветонос этой же орхидеи я и вовсе никак не активировала. Активацию 2 последовательных меристем на одном из 2 цветоносов орхидеи я делала каждую неделю в течение месяца. Вы можете это делать еще чаще, если хотите получить результат еще быстрее. Я получила ответвление из активированной меристемы через 1,5 месяца после приобретения орхидеи, то есть к середине мая этого года. Первой активировалась нижняя меристема из 2, а более верхняя меристема сделала это чуть позже. Посмотрите, как выглядел экспериментальный цветонос с 2 активированными меристемами ровно 2 месяца назад, в начале июня этого года. Второй цветонос на тот момент и вовсе не показывал признаков жизни. Я очень пристально рассматривала каждую меристему, но, к сожалению, ничего не находила. В тот момент порой у меня возникала мысль применить алоэ и к этому цветоносу, но в качестве чистоты эксперимента я не стала этого делать. А теперь, прежде чем мы оценим окончательный результат цветения, давайте посмотрим на результаты адаптации на рост корневой системы растения и его листовой массы. Напоминаю, ориентировочные сроки адаптации новых орхидей у вас дома, и это период 1,5-2 месяца после покупки. За это время любая новая орхидея должна проявить признаки жизни. Она должна начать листовой рост и рост корневой системы. Если этого не произошло, вам нужно поработать над условиями содержания своей орхидеи. У главной героини сегодняшнего видео изначально активировалась корневая система внутри горшка, и только потом начался активный корневой рост от ствола или стебля. Обратите внимание, у орхидеи не только растут совершенно новые уже домашние корни от ствола, но и пробуждаются прежние корни. Вот так оживает меристема на корне орхидеи. Да-да, вы не ослышались. У орхидеи меристемы есть везде, а не только на цветоносах. Меристемы есть на стволе и на корнях. А вот так к концу 2 месяца пребывания орхидеи дома подрос новый домашний лист орхидеи. Он не поврежден вредителями, а это значит, что орхидея может смело выходить из места карантинного пребывания.
Сейчас большинство покупных орхидей поражено насекомыми-вредителями. Помните об этом. И пребывание орхидей в карантине не длится какое-то фиксированное количество времени, неделю, месяц или 2. Пребывание в карантине заканчивается лишь тогда, когда у орхидеи появился новый непораженный лист или чистые непораженные цветы. К этому времени орхидея полностью восстановила тургор листьев, и адаптационный полиэтиленовый пакет с нее был снят. А вот так этот молодой лист выглядел еще через месяц, в начале июля этого года, то есть месяц назад. Обратите, пожалуйста, внимание, до тех пор, пока цветонос орхидеи не начинает перевешивать его листовую массу вместе с корневой системой, орхидея содержится без внешнего кашпо. В этот же самый период, то есть спустя 3 месяца после покупки, в начале июля этого года, сюрприз перестал быть сюрпризом. У орхидеи распустился первый цветок на нижнем ответвлении от старого цветоноса. Хотите узнать, сколько бутонов на одном цветоносе, а точнее на 2 ответвлениях от одного цветоноса? Их 10. А ведь с момента прошлого цветения прошло всего 3 месяца. Надо признать, что даже если бы я не применила алоэ для активации меристем, я все равно узнала бы результат. Я все равно раскрыла бы эту тайну. На 2 цветоносе, даже без активации алоэ, пробудилась одна меристема с одним бутоном. Я покажу вам это чуть позже. Была ли я довольна неизвестным сортом, когда увидела первый раскрывшийся цветок? Признаюсь, пока я не почувствовала от этого цветка божественный аромат розы, я не очень была довольна результатом. А вам понравился этот сорт? Обязательно напишите свои впечатления в комментариях, мне будет очень приятно почитать. У этого до сих пор неизвестного мне сорта цветы очень интересной формы, они вписываются в круг. Диаметр этого круга в момент распуска цветка составляет 9,5 см. В процессе распуска цветок еще подрастает на 1 см, и конечные результаты размера цветка 10,5–11 см. Цветок невероятно яркий, контрастный и бархатный. И если вдруг кто-то из вас знает название этого сорта с таким размером цветка, я попрошу вас написать название сорта в комментариях. Поскольку я понятия не имела, с каким сортом имею дело, разумеется, ответвления от цветоносов я никак не формировала, и они буквально наложились один на другой. Давайте попытаемся рассмотреть немного с другого ракурса, будто бы снизу. Заодно вы увидите второй цветонос с пробужденной меристемой и всего одним бутоном. Итак, как же распределились цветы в их количественном эквиваленте по ответвлениям от цветоносов? Самая верхняя меристема, однократно смазанная соком алоэ, не пробудилась. Нижняя, третья сверху меристема, которая пробудилась первой, выдала 6 бутонов. Выше над ней еще 4 бутона. Итого на одном цветоносе 10 цветов. На втором цветоносе, где не предпринимались никакие меры по активации меристем, образовался всего 1 бутон и раскрылся 1 цветок. Вот такая простая арифметика. Проще некуда. 10 к 1 между активированными алоэ меристемами и без активации. И еще одно сравнение. Помните, в начале видео я показывала вам 2 орхидеи, купленные в один день, вместе поставленные в карантин, вместе пересаженные, адаптированные, все они делали вместе. Но
К одной я применила алоэ для активации меристем, а к другой нет. Пожалуй, надо поменять их местами и убрать все лишнее, чтобы было почти так, как в начале видео, 3 месяца назад. Вот примерно так. Sacrifice справа, а безымянная орхидея слева. У орхидеи без применения алоэ для активации меристемы на цветоносе 6 цветов. У второй орхидеи с применением алоэ на одном цветоносе 10 цветов и на втором еще один, то есть всего 11, а это практически в 2 раза больше. Вот такие результаты на 2 орхидеях, купленных одновременно за 3 месяца после покупки. Ну а теперь давайте обсудим еще один вопрос, который показался интересным зрителям. А вопрос такой: почему мои цветущие орхидеи стоят в тяжелых керамических кашпо? Как в этом случае происходит вентиляция корней в горшке и не гниют ли корни? Исключительно для ответа на этот вопрос я переставила тяжеленный Sacrifice из керамического кашпо в стеклянное. Постоянно содержать орхидею в стекле при температуре в помещении выше 30 градусов Цельсия, разумеется, я не буду. Но временно на какие-то полчаса для того, чтобы показать вам, я, разумеется, переставить орхидею могу. Итак, первое, на что нужно обратить внимание, это на плотность прилегания кашпо к горшку. Ни в первом, ни во втором случае горшок плотно к кашпо не прилегает. Между кашпо и горшком располагается держатель для цветоноса. Это было очень хорошо видно в прошлом видео на крупных планах. Давайте посмотрим, как выглядит корневая система орхидеи после содержания в темном керамическом кашпо при ее близком рассмотрении. Итак, крупный план. Хорошо видно, что держатель для цветоноса располагается за пределами горшка, между горшком и стеклянной вазой. Корням сверху из-за неплотного прилегания кашпо к горшку доставался солнечный свет, и они не утратили способность к фотосинтезу. Корни сверху растущие, зеленые, способные фотосинтезировать. Корни внизу посадки тоже в активном растущем состоянии. Их цвет немного бледнее тех, что сверху. Тем не менее, на здоровье и благополучие корневой системы содержание этой орхидеи в керамическом кашпо никоим образом отрицательно не сказалось. Кроме того, на канале есть полнометражное и очень интересное видео о том, какие орхидеи можно содержать в темных керамических и стеклянных кашпо, а какие ни в коем случае нельзя. И если вы не смотрели это видео, но хотите это сделать, ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. В обычном домашнем содержании, когда вопросы эстетики не очень актуальны, я могу использовать и вот такой вариант размещения орхидеи с очень тяжелым и большим цветоносом. Главная моя задача – зафиксировать орхидею надежно, ведь ширина моего подоконника всего 17,5 см, и если орхидея, перевешенная тяжелым цветоносом, упадет, она разобьется. Если же существуют более эстетичные альтернативы, я, конечно же, их использую. В данном случае орхидея, главная героиня сегодняшнего видео, содержится на фитиле вот в таком прозрачном кашпо. А я еще раз призываю вас обращать пристальное внимание на детали. Посмотрите на свои экраны. Между горшком, в который посажена орхидея, и кашпо стоит деревянная палочка. Она дает доступ воздуха. Опять же, между дном горшка и водой есть воздушная подушка, которая позволяет корням орхидеи полноценно дышать.
Надеюсь, я ответила на все вопросы заинтересованных, и больше непонятных моментов не осталось. И еще один вопрос, теперь уже с моей стороны, я хочу задать зрителям. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как в последние 2 недели у вас работает YouTube, есть ли проблемы с ним. Этот вопрос касается только тех, кто проживает на территории России. Если у вас по-прежнему остались вопросы по теме сегодняшнего видео, по теме активации меристем на цветоносах орхидеи с помощью алоэ, пожалуйста, задавайте эти вопросы в комментариях, или вы можете задать их в нашем телеграм-канале. Ссылку на наш одноименный телеграм-канал, а также на одноименную альтернативную платформу я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного.